Добрый день. В последнее время большой хайп по поводу источников питания на микросхеме Texas Instruments TL494. И я не обращался бы к этой теме, если бы двое моих друзей тоже не пытались повторять эту схему или переделывать компьютерный блок питания на зарядное устройство для аккумулятора. Погуглив, вы обязательно наткнетесь на эту схему. Вот она. В даташите блок-схема выглядит так. Более детализированная блок-схема изображена на следующем рисунке. Схема, изображенная на первом рисунке, в принципе работоспособна, но имеет упрощенную схему, которая приводит к некоторым недостаткам, которые я вам покажу в режиме симуляции. Ну и у одного из моих друзей стала задача увеличения мощности данного стабилизатора напряжения. Давайте посмотрим, какие недостатки обнаружились в процессе симуляции данной схемы. Включаем схему и наблюдаем, какова амплитуда пульсации у нас образовалась в результате астатического режима работы данной схемы. Судя по этому недостатку, автор попытался уменьшить пульсации увеличением емкости выходного электролитического конденсатора до емкости 4700 микрофарад. Амплитуда пульсации получилась порядка 1,4 вольта. Да, увеличив емкость выходного конденсатора фильтра, мы снижаем пульсации до 300 милливольт. Но и это большая величина пульсаций. И при включении этого устройства для быстрого заряда конденсатора понадобится мощность более киловатта, которой у нас нет при постройке 300-ваттного стабилизатора. Поэтому оставляем емкость конденсатора равной 470-500 микрофарад, из-за чего у нас возникает астатический режим работы шим-модулятора. А возникает он у нас из-за повышенного усиления сигнала ошибки регулировки. И это происходит как с сигналом регулировки напряжения, так и с сигналом ограничения потоку. Что в этом случае можно сделать? Для снижения усиления сигнала ошибки мы должны охватить эти усилители отрицательной обратной связью. Для этого включаем резисторы по 22 кОм с выхода этих усилителей с третьей ноги на инвертирующие входы. И схема начинает работать без выпадений пачек импульсов. Пульсации по истечении некоторого времени, необходимого для завершения процесса затухающих колебаний, возникших в результате обратной связи цепи авторегулирования, падают до величины в 1,8 милливольта. Ток в 6-омной нагрузке равен 2,45 ампера при напряжении 14,8 вольт. То же самое происходит при ограничении тока. Напряжение на выходе при повышении установленного тока путем уменьшения сопротивления нагрузки уменьшается и происходит стабилизация тока на установленном уровне. Давайте уменьшим сопротивление нагрузки без ограничения тока и посмотрим распределение мощностей и КПД схемы. Для начала считаем КПД при текущей нагрузке. 36 делим на 41,4 и умножаем на 100. Это равно 87%. При падении мощности на транзисторе менее 2 Вт. При уменьшении сопротивления нагрузки в 2 раза ток вырос до 4,9 ампера. КПД получился 71,2 делим на 82 и умноженное на 100 получаем те же 87%. На транзисторе стало падать более 6 Вт. Давайте уменьшим сопротивление в базе до 390 Ом. И падение мощности на транзисторе стало менее 5 Вт.
При уменьшении сопротивления в нагрузке еще в 2 раза до 1,5 Ома ток вырос до 9,6 ампера. КПД упал до 83%, а на транзисторе упало уже более 16 Вт. Еще уменьшим сопротивление нагрузки в 2 раза до 0,75 Ома. Итог нагрузки вырос до 18,6 ампера. Мощность в нагрузке выросла до 257 Вт. КПД равен 257 деленное на 433 и умноженное на 100 равно 59%. И на нагрузке упало 154 Вт тепловой энергии. Для умощнения стабилизатора и увеличения КПД включим 2 транзистора Дарлингтона параллельно. При выходном напряжении 14,7 вольт мощность равна 268 Вт. КПД вырос до более 80%, а на транзисторах упало по 17 Вт на транзистор. Но есть еще один нюанс этой схемы. Обратный диод Шотки, указанный в схеме, имеет обратное напряжение всего 25 вольт, и это настораживает. Я же установил диод Шотки на 35 ампер на 150 вольт. Давайте попробуем установить вместо него отечественный КД-213. И мы видим увеличение обратного напряжения на транзисторе до 36 вольт и уменьшение КПД до 51%. Так что в импульсных стабилизаторах обязательно используйте только диоды Шотки в качестве обратного диода. А на сегодня у меня все. Лайки, дизлайки, подписка на канал от вас. От меня всего доброго. До свидания.